Где взять жизненную энергию? Я думаю, многим вам знакома такая ситуация, когда с утра просыпаешься и неохота ничего делать, когда вот просто нет сил. И приведу тут такую метафору. Вот каждый день мы как батарейки, у нас есть заряд там 100%, мы вот проснулись, и у нас 100%. Это классно, это хороший вариант. У некоторых людей есть 120%, там 150%, у которых много сил, много энергии во всех сферах, которые могут все что угодно сделать, там 25 дел в течение дня сделать. А у многих, опять же, есть такая ситуация, когда просыпаешься, а у тебя твоя личная батарейка, она заряжена на 5, на 10, на 20, на 30%. И вот это видео про то, что как себя накачать жизненной энергией, конкретные рекомендации, конкретные советы. Вот тут будет очень ценная информация. Для чего нам, теперь вот скажу, для чего нам вообще нужна жизненная энергия? Для того, чтобы, вот у каждого из нас есть цели, мечты, хотелки, достижения. Ну, допустим, я хочу зарабатывать там, не знаю, 500 тысяч рублей в месяц. На это нужна сила, на это нужна энергия. Либо я хочу разобраться с отношениями, я хочу найти свою реализацию в жизни, либо научиться ставить границы. Да вообще для любой умственной деятельности, физической деятельности, для любого нашего запроса, для любой нашей хотелки нужна энергия. И вот где ее взять? В этом видео я буду про это говорить. И я сейчас буду говорить про психологические моменты и про физические моменты, потому что наша психика, естественно, очень сильно связана с нашим телом. Это психосоматика чистая. И вот жизненную энергию можно получить и накачать самого себя именно и с физиологической точки зрения, и с психологической. Вот в этом видео я буду про это рассказывать. Также расскажу про питание, про эмоции, про образ жизни. Ладно, давайте уже приступаем. Первое что? Сон. Для того, чтобы у нас была энергия, нам нужно нормально спать. Вообще, для чего придумали сон в процессе эволюции? Чтобы наш организм отдыхал, чтобы мы высыпались, чтобы мы копили. Когда мы спим, мы копим силы, энергии, мы перерабатываем тот опыт, который был у нас за день, там, за неделю, еще что-нибудь. Вот мы именно набираемся сил. И сон очень-очень важный момент. И когда люди приходят в терапию ко мне с каким-либо вопросом, и я вижу то, что он зевает, я вижу то, что у него нету мотивации что-то делать. Он вроде бы хочет, но у него просто элементарно сил нет. Я спрашиваю, когда ты последний раз высыпался? Он говорит, да вот я уже и не помню, наверное, полгода назад у меня то работа, то отношения, то какие-нибудь командировки, то у меня там первые признаки депрессии. Ну, в общем, это я сейчас говорю к тому, что сон очень-очень важен. И качественный сон. Приведу конкретный пример. Я стараюсь, по крайней мере, ложиться в 22:00, вставать в 6-7 утра и делать определенные практики. И вот чуть позже я вам про эти практики расскажу, как себя накачать энергией. Ну, то есть, сон имеет большое значение. Это прям громадный пласт энергии вам даст. Я понимаю то, что иногда возникают такие моменты в связи с работами, в связи с переездами, какими-то другими факторами. То, что не всегда получается как-то выстроить именно хороший, здоровый сон. Но попытайтесь это сделать. Уделите этому большое внимание. Не надо ложиться в 2 часа ночи, вставать в 10 утра там, или в 7 утра и думать, блин, а почему у меня нет энергии? Почему я не могу сделать ни то, ни 5, ни 10? Ну вообще, почему у меня просто нету сил на какие-либо действия? Сон. Второе. Физические нагрузки, психосоматика. Вот опять же по себе скажу. Когда у меня был такой период в жизни, когда у меня наподобие что-то депрессии было, вот ничего не хотелось делать, я просыпался кое-как, вот не было какого-то вдохновения, желания, мотивации. И вот такие первые шажки, такие первые ступени депрессии. Что делать? Физические нагрузки. Когда мы начинаем, вот я просто дома отжимался, делал пресс, там по 100 раз свои упражнения, потом пошел в спортзал. Когда мы идем в спортзал, когда мы занимаемся физическими упражнениями и нагрузкой, гормональные коктейли у нас вырабатываются, появляется энергия. Плечи, назад грудь, вперед, появляется сила, появляется уверенность, появляется именно энергия жизни. Для того, чтобы достигать цели, для того, чтобы что-то делать и на работе, и в отношениях, и в семье, да вообще в любых сферах, в любой реализации. И вот физические упражнения, это спорт, йога, спортзал, это пробежки по утрам. Я любил бегать по утрам, когда жили в Москве. Это такой кайф. Это когда ты утром побегал, ты целый день вот заряжен. Заряжен на то, что ты можешь вообще горы свернуть, ты можешь что угодно сделать. Вот физические упражнения, уделите этому большое внимание. Вот сон и физические упражнения — это таких два больших
пласта энергии, которую может каждый человек, который может каждый себя накачать. Это вот та энергия, которую можно взять бесплатно, она эффективна, она мощная, она качественная именно энергия. Дальше. Питание. Естественно, на нашу энергию, на наш образ жизни очень сильно влияет питание. И тут попытаться как можно, как сказать, больше избавиться от вредных привычек. Что такое вредные привычки? Это никотиновые зависимости, алкоголь, сладкое, есть всякую ерунду, ненормирование, как сказать, не переедать очень сильно. То есть стараться есть качественно. Фрукты, овощи, там, неважно, веган вы, не веган, мясо там есть, не есть, ну, именно качественные продукты. Опять же, не есть в 2 часа ночи возле холодильника, либо один раз в день и там наедаться до отвала. А есть хорошие, качественные продукты, которые, опять же, это витамины различные, это зелень, это фрукты, овощи для нашего не только физического состояния, и для нашего ума. То есть питание и вредные привычки – это такая сфера деятельности, и я думаю, вы сами прекрасно знаете, о чем я говорю, у каждого есть свои вредные привычки, опять же, и это нормально. Постараться их минимализировать. Не сделать так решением силы воли, с понедельника брошу пить, брошу курить, брошу есть сладкое, займусь я спортом, сразу же пробежки, запишусь в спортзал. Лучше уж делать это все постепенно. Когда мы делаем такие большие, как сказать, планируем большие изменения в нашей жизни, то очень часто бывает откат. Либо мы просто, по каким-либо причинам, мы встаем в понедельник и у нас все по-старому. Лучше уж по маленьким ставить маленькие цели, то есть маленькими шагами идти к своей цели. А цель, чтобы была жизненная энергия, на финансы, на любовь, на отношения, на работу, на хобби, на все что угодно. Дальше. Пройти процедуру чекапа организма, то есть элементарно сдать все анализы на гормоны, на паразитов, на вирусов, на заболевания, передающиеся половым путем. Узнать, что у вас в данный момент что-то не так с организмом, где есть воспаление, где есть что-то там неправильно работает какой-то орган, где-то какие-то сбои. Потому что наш организм тратит большое количество энергии на то, чтобы латать дыры по нашему организму. И просто пойти сдать все анализы, понять и подлечить там, где есть проблемные зоны, и тогда вся эта энергия освободится, она пойдет вам во благо, и тогда вы сами уже можете ей распоряжаться. Это большой-большой пласт энергии. Вот пройдите чекап, сдайте все анализы паразитов, как я уже говорю, заболевания, передающиеся половым путем, на вирусы, на гормоны, на все угодно, на витамины, на недостаток витаминов и так далее. Перед вами будет карта, перед вами будет конкретный путь действия, что вам делать. Это вам даст большое количество энергии. Дальше. Движение каждый день. Как я уже говорил, это относится больше, наверное, к физическим нагрузкам. Естественно, если у вас сидячий образ жизни, если вы программисты и целый день сидите за компьютером, какой целый день, наверное, сутками сидите за компьютером, часто так бывает, либо офисная работа, то есть старайтесь ходить побольше, не старайтесь все время до магазина, до которого 5 минут дойти пешком, а вы едете на машине. Делайте прогулки по вечерам в парке, опять же, с мужем, с женой, с детьми. То есть старайтесь именно двигаться. Движение – это энергия. Это еще говорили наши предки, и это актуально по сегодняшний день и будет еще актуально в будущем. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Движение – это жизнь, движение – это энергия. Старайтесь двигаться. Дальше. Какие упражнения и техники могут энергию в вашу жизнь привлечь? Первое – это медитация. Дело в том, что я являюсь преподавателем медитации Mindfulness. Я сам более 3 лет медитирую, и на своем личном примере я понял, сколько жизненной энергии мне дает медитация. Также всевозможные дыхательные упражнения. Я каждое утро встаю, я делаю сначала дыхательные упражнения из йоги, капалабхати, пранаяму. Можно делать любые другие упражнения. То есть именно дыхание и упражнения, потом сажусь медитировать. Эти упражнения, они дают большое количество энергии. Это я сам по себе знаю. Это когда ты целый день, ты заряжен, ты выполняешь задуманное, достигаешь цели и так далее. У тебя есть просто жизненная энергия на все твои дела, на хобби, на развлечения, на работу, на отношения, на все. У тебя это хватает. Очень много также, энергетические практики различные, такие как цигун, закаливание, это когда вы утром встаете, идете, принимаете контрастный душ, холодный, горячий, либо просто холодный. Это такие энергетические моменты, чтобы, опять же, бесплатно, эффективно, большое количество энергии в вашу жизнь как-то ее
получить эту энергию. Это очень-очень эффективно. Дальше. Взаимодействие в семье. То есть наладить отношения в семье. Сказать легко, сделать сложно. Часто в семьях ссоры, конфликты, недопонимания, муж с женой не разговаривают, жена на мужа злится, муж на жену злится. В общем, попытаться, опять же, если не получается, идти к психологу, идти на терапию. Работать над этим, потому что когда в семье взаимоотношения нормальные, когда есть интимность, любовь, близость, это тоже большое количество энергии и из отношений. Это не быть как энергетический вампир, тянуть энергию из своего партнера, а давать энергию и получать эту энергию. В общем, это большая-большая работа по взаимоотношению в семье, потому что, опять же, приведу такой пример. Да, вы сделали все дыхательные практики, вы спите хорошо, вы медитируете, правильно питаетесь, пошли на работу, там поработали, на работе там куча отчетов сделали, пришли домой, а дома у вас ссоры, скандалы, интриги, и у вас все, вот нету энергии, и вы ничего не можете сделать. То есть работайте над взаимоотношениями, это очень-очень важно. Дальше. Токсичность. Попытаться избавиться от токсичного окружения. Что такое токсичное окружение? Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это вот метафора про ведро с крабами. Когда ваше окружение, ваши друзья, знакомые, коллеги по работе вам говорят: это не делай, это у тебя не получится, ни в коем случае не выпендривайся, ни в коем случае что-то новое не делай, там не развивай нейропластичность, не создавай новые нейронные связи, у тебя 100% не получится. Вот токсичное окружение, это очень сильно на нас влияет. Это когда: да ну его тебе этот спорт, нафига в понедельник, поехали лучше на дачу, там попьем, повеселимся и так далее. Да ну этот парк, прогулки, а давай лучше торт большой купим, съедим его сладкого там и так далее. Давай лучше там, не знаю, обкуримся, либо еще что-нибудь сделаем. Ну, в общем, вот токсичное окружение есть у всех. И вот ведро с крабами, когда им-то невыгодно то, что вы будете заниматься спортом, вы будете следить за собой, вы будете вовремя ложиться спать, вы будете работать над отношениями. Они уже, ваше окружение токсичное, и у каждого оно есть. Оно уже не будет говорить: как это, у нас проблемы в семье, у соседа проблемы в семье, еще у кого-то, у знакомых, а вы-то такие идеальные. Вы целуетесь, вы ходите под ручку, у вас все хорошо. Почему так получается? Этот психолог на тебя действует очень плохо. Это не психолог действует очень плохо, это просто вы уделяете свое время и внимание и деньги, опять же, на проработку ваших убеждений, отношений и так далее. Это очень-очень важно. А то окружение, которое тянет вас вниз, попытайтесь дистанцироваться, не сразу же там рубить концы, а понять, кто реально вас тянет вниз, а кто реально вас вдохновляет. И тут как бы логика: общайтесь с успешными людьми, общайтесь с теми, кто вам говорит позитивные установки и аффирмации, кто гордится вами, кто вас уважает, а не те, кто вам постоянно говорят, вас гнобят, говорят то, что вы ничтожество, занимаются абьюзом там и так далее. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, о чем я говорю. Дальше. Любовь и секс. Вот я считаю, самая большая вообще жизненная, самая мощная, самая качественная жизненная энергия – это любовь. Любовь, когда есть любовь, взаимоотношения. Что такое любовь? Я думаю, вы знаете, что такое. Это, я имею в виду любовь к матери, любовь к девушке, к парню, смотря какой у вас пол. Ну, то есть в любви большое количество энергии. Когда вы умеете любить и когда вы любите по-настоящему, вы там получите столько энергии, ого-го, много. И секс, естественно. А секс происходит нормально тогда, когда есть нормальные взаимоотношения в семье. Не когда это насилие, кто-то один получает удовольствие, а когда оба партнера получают удовольствие. И в этой именно интимности оба партнера получают большое количество энергии. Дальше. Заниматься любимым делом. Вдохновляться. Если вы работаете, не знаю, вот тут такая палка о двух концах. Первое, что я скажу. Допустим, вы работаете... я не знаю, кассиром в пятерочке. Выполняйте свою работу качественно. Неважно, на какой работе вы работаете, но выполняйте свою работу качественно. Если вы работаете там, не знаю, в шиномонтажке, выполняйте свою работу качественно. И отдавайте любовь. Как сказать, благодарите людей, делайте для людей. Не с каких-то плохих, там, не знаю, своих меркантильных там ожиданий и так далее. А именно делитесь этим. Выполняйте свою работу качественно. И, естественно, старайтесь в жизни найти то дело, от чего вы кайфуете. Это как творческие люди, которые, допустим,
художник, вот он рисует свои картины, он от этого такое большое количество энергии получает. Либо программист, если ему это нравится, либо если это, как он считает, его предназначение, и он от этого получает большое количество энергии, опять же, вдохновения. То есть, естественно, легко сказать, занимайтесь тем, чем вам нравится. К этому люди очень часто идут, и часто бывает такое, то, что в 40 лет, в 35 люди понимают, блин, я всю жизнь жил, работал на такой работе, которая мне не приносила нисколечки удовольствия. Я на работу ходил, вообще мне так не хотелось на нее ходить. Выбирайте ту работу, старайтесь, по крайней мере, ищите себя, чтобы на работу, на вашу сферу деятельности ходить с улыбкой, чтобы там получать большое удовольствие, удовлетворение и там получать именно эту энергию. Дальше. Работа с своими страхами, комплексами, убеждениями. Если получается самостоятельно, если у вас большой уровень осознанности, окей. Если нет, то тогда помощь психологов и различных специалистов. Скажу сразу же, пытался я, не знаю, лет 10 начать работать самостоятельно, что-то не сильно у меня из этого. Да, это эффективно, но эффективность вот такая. Когда я начал ходить к специалистам, психологу, другим специалистам, эффективность гораздо выше, эффективность гораздо больше, чтобы у себя убрать страхи, комплексы, убеждения. Вот то, что у нас в голове, все наши ограничения, вот все, что у нас в нашей психике, в сознательном, в бессознательном, у каждого из нас это что-то есть. У каждого свои тараканы в голове. И важно над этим работать. Если вы думаете, то, что вам 30, 25, 40 лет, у меня никаких тараканов нет, у меня все окей, у меня вообще, я счастлив по жизни, у меня, над этим тоже можно поработать. Как говорил Юнг, Карл Густав Юнг, покажите мне здорового человека, я его вылечу. Это, конечно, шутка такая, но у каждого из нас есть свои тараканы в голове, над которыми надо работать для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы энергия была. Просто многие люди не хотят видеть этого. Им страшно погружаться в себя, им страшно узнать себя настоящего, потому что там кроется такое, куда лучше не заглядывать, куда лучше ставить различные преграды, делать различные отмазки, это как ребенок, прятаться от этого, но туда лишь бы не смотреть, что там у нас внутри и так далее. Дальше. Тут, наверное, подытожится. Вот про энергию. Попытаться минимализировать то, куда вы в течение дня, это прям можно записать, взять ручку, листочек бумаги и в течение дня, в течение недели записывать, куда я сливаю энергию. И прям я сливаю энергию на соцсети, на токсичные отношения, на какие-то действия конкретные. И прям писать. А на другой странице писать, от чего я получаю энергию, чему я вдохновляюсь, от чего мне хорошо. И тут записывать, так, прогулка в парке, продышки, цигун классно зашел, я не знаю, просмотр сериала с женой, секс, любовь, хобби и так далее. У каждого из нас есть хобби, что-то такое, где мы получаем удовольствие. И перед вами будет картина, на что вы сливаете энергию и на что, где вы получаете эту энергию. И, естественно, тут разумно, логично, где вы сливаете энергию, посмотреть на это трезво. Так, вот это можно убрать, вот это постараюсь тоже немножко минимализировать. Это убрать не смогу, ну ладно, пусть все-таки останется, посмотрим, что будет дальше. А тут, где больше заниматься этим, вот этим. Ну, то есть перед вами будет конкретная картина, что вам делать, как повысить вашу энергию, чтобы она у вас была, чтобы вы утром просыпались и чтобы ваша батарейка была заряжена на 100%, на 120%, на 500%. У всех все по-разному. У меня все. Спасибо вам большое. С вами был Сергей Витищенко. Если остались какие-либо вопросы, то задавайте, пишите комментарии, буду на них отвечать. Желаю вам хорошего дня. Желаю вам, чтобы ваша энергия, ваша батарейка была 100 и больше %. Спасибо большое. До свидания.